Итак, вчера у нас вышло обновление 2.0 в игру с частичным введением нововведений, которые должны были быть введены. Не ввели, например, еще передвижение армии по карте и, собственно, сами изменения на карте незначительные пока еще. Ввели изменения одежды, героев, репутации и все, что с этим связано. Это видео будет небольшое освещение обновлений одновременно с некоторыми рекомендациями для новичков или же для игроков, которые в некоторых аспектах игры запутались или имеют неясности. Потому я награды первые собрал, безусловно, для того, чтобы изучить все, что ввели более-менее подробно, а не сидеть и мямлить. И теперь могу, потому по первому входу вы собираете первые награды, которые вам дадут. После этого заходите вот сюда в события, по-моему. Новое путешествие, выполняете все задания здесь. Выполняются в принципе легко. Это халявные самоцветы и ускорение на следующий сезон, который у вас там будет, или текущий, если только начался. Потому что, видите, они без срока давности. Папам-папам. Здесь подарки собираете по первому входу. То есть облик, компенсация. Здесь у вас бонусы в виде 10% от репутации, 10% от одежды, 10% от мифрила и карточки сброса уважения. Пока что на это все дело вы забиваете и игнорируете. У вас есть 29 дней плюс-минус, чтобы во всем разобраться, потому спешить вообще не обязательно. Первое, в чем я заметил, у игроков создаются проблемы, это, собственно, казарма и создание новых формирований. Начнем с создания формирований. А в армию зашли. У меня же уже здесь есть готовые формирования. У каждого, кто войдет, будет готовое формирование, но только по одному герою. Не смотрите на составы, это все просто тестируется пока что. Для того, чтобы выбрать, вот справа вверху, где я вас тыкаю, маленький красненький крестик, хлоп, формирование убрали. Формирование убрали, и тогда можете создавать новое. Создать, в принципе, здесь уже не проблема. Абсолютно перетянули героя, стрелка справа, и любые вам нужные юниты чпокнули. Ну и так далее. Это все, я думаю, понятно, элементарно. Теперь аптека. По очереди пойдем. Что стоит сказать по аптеке? Добавили, как видите, пузырьки для лечения героев и, в принципе, показатель здоровья героев. О этих пузырьках я могу сказать, судя по тестированию игры, что восстанавливаются они довольно быстро. То есть у нас сейчас по часам местным 10. Если вы активно сражаетесь, то примерно 2-3 раза в сутки у вас полностью по 500 пузырьков восстановится. Это кроме того, что командиры восстанавливают здоровье постепенно в фортах, замках и даже просто на локациях. Здесь все в принципе по-старому. Переверили только из 200 в 20 тысяч, но суть не изменилась. Идем дальше. Рынок у нас. Если видите, появился у рынка уровень. И здесь имеются с повышением уровня, повышение шанса выпадения интересных довольно-таки предметов. Забегая немного наперед, за вот эти вот слитки всякие, можно, конечно, покупать предметы, но я бы их оставил вот. Видите, имеются предметы уважения. Я не знаю, что там по будущему, но, возможно, появятся и фиолетовые. Это именно у торговца самого. За ресурсы покупаем, например, хлоп. У нас рынок поднялся, плюс 50 очков. То есть растет он довольно быстро. В этом проблемы не будет. Обмен. У нас здесь все по-старому. Курс, конечно, жесткий, но такой. Магазин заслуг. Здесь уже поинтереснее. Раз в неделю обновляется уважение. 1 фиолетовое кусок и 2 синих куска. Это все дело у нас покупается опять же за престиж, по-старому, если брать.
Обновляется это все дело раз в неделю, насколько я понимаю, потому что, опять же, обновление только вышло. 3 дня 16 часов. Да, либо раз в неделю, либо раз в 2 недели, как-то так. Купить его не составит проблемы. Здесь, по-моему, цена, я не помню точно, но что-то около 35 тысяч, что-то такое. В общем, кто активно воюет, проблему скупить вообще все не составит труда. Парам-папам. Дальше мы переходим куда? Командиры. У некоторых игроков возникла такая проблема, особенно у старых игроков, у кого были командиры выше 10 уважения прокачки, что, мол, сбросились командиры. Первое. Вам в подарке, как только вы вошли в игру, не вот здесь даже, не вот здесь, а в принципе, когда вы только вошли в игру, вам там была такая вкладка «Предоставляем вам подарок». Это, собственно, то все вам начислили в предметах, что было, так сказать, лишнее, то, что сняли. И теперь, почему так сделано? Потому что на 10 уровне уважения командиры переходят в следующий статус. Например, тот же Двалин был синий, теперь эпический. Это для синих на 5 уважении, а на 10 в легендарный, насколько я помню. Опять же, для перехода, забегая наперед на следующий уровень, требуются куски этого командира плюс куски фиолетового командира в соотношении 5 к 1, плюс-минус, то есть 50 синих кусков плюс 10 фиолетовых кусков. Если это переход фиолетового командира на легендарный, там требуется 150, насколько я помню, фиолетовых кусков и 50 легендарных. Для пробуждения, собственно. Ну, это все позже потом. Дальше изменения какие? Когда вы только войдете в игру, естественно, у вас командиры все будут сброшены навыки. Выбрать надо будет заново. И кольцо будет тоже сброшено. О кольце. Его, собственно говоря, изменили, и, на мой взгляд, значительно, хотя всего в нескольких пунктах. Если вы заметили, вот здесь у нас был пункт выносливость командиров, его больше нет. У командиров всех априори с самого начала выносливость повышена до 200, что, на мой взгляд, очень удобно. И лишние очечки у нас идут теперь вот... это у нас было, это было. В целом довольно удобно сделано теперь. Касательно доната. Донат тоже изменился, хотя на первый взгляд это не очень заметно. Но это так. Добавили бонусы за первую покупку. Кто уже понял, тот понял. Они накопительные у нас, то есть за первую покупку вы получаете там Арагорна синий шмот, дальше уважение Арагорна идет, дальше уважение Гэндальфа идет вместе с самим Гэндальфом, у кого его нет. Потом у нас фиолетовый набор и в итоге оранжевая шмотка, древень и все такое. У темных я не знаю пока как. Здесь в этой вкладке у нас все по-старому. А вот в ограниченных наборах подарков, если кто заметил, убрали набор с 10 атомами за $2. И в целом были такие мелкие дешевенькие наборы, может кто помнит, разносезон, по-моему, они предлагали с большой скидкой. Их все убрали. Теперь более-менее выгодные для доната, забегая наперед, опять же, это вот такие вот пакеты. Видите, сами дешевые. И сезонный пропуск, как ни странно, он теперь опять довольно выгодная ерунда. Периодические бонусы. Там все по-старому. Относительно 29 дней, и что у нас по этому поводу имеется? Заходим в матомы. Здесь у нас добавили вкладку «Рынок», кто заметил, а не просто обменник, как раньше было.
Одновременно выпадают теперь у нас из сундуков, независимо от того, ролевой сервер или не ролевой, из всех сундуков одновременно у нас выпадают куски темных и светлых героев. Ну и письма, соответственно, шанс тоже. Купить мы можем уважение, как вы видите, в значительно большем количестве, а не как раньше, по пару штучек и обновляй. Но вы сами заметили, синие билеты, фиолетовые билеты, оранжевые билеты. Синее уважение дает синие билеты, фиолетовые фиолетовые, оранжевые оранжевые. Как видите, 1 к 16, 1 к 10 и 1 к 4. В то же время покупка у нас стоит 20. То есть нам нужно продать 4 куска для покупки одного синего. Фиолетовый у нас стоит 25, то есть нам 2 и чуть надо продать для покупки одного фиолетового. А вот с оранжевыми кусками все маленько сложнее. Здесь у нас 40. То есть фактически 2,5. Получается, синие у нас хуже всего курс. На втором месте оранжевый. Лучше всего курс у нас у фиолетовых кусков. Ну, в принципе, оно и нормально, на самом деле, потому что если брать игрок, если вы не донатер, для донатера там, ну, в зависимости от суммы, более-менее всегда будет. А вот если вы либо вкладываете денег немного, там до 10-20 долларов, то, в принципе, фиолетовые куски это основное, что вам будет нужно. И у них самый выгодный курс, более-менее. Далее идет у нас покупка снаряги. И мифрила, она у нас случайная. За билеты снаряжения. Дабы их добыть, и нажимается. Вот, например, продажа одной шмотки, допустим, фиолетовой, дает нам 2 купона. 2 купона, 240 золотых слитков. То есть, поняли, да? Это опять же слитки на рынке, кто помнит. Серебряные, золотые. Вот отсюда они берутся. Сливается снаряжение. Но снаряжение синее тоже дает эти же слитки. Золотые конвертируются в серебряные в соотношении 1 к 2. Неплохо, но фиолетовые лучше не сливать, потому эти купоны вам будут довольно проблемно достать, поначалу, по крайней мере. В будущем, может быть, что-нибудь и введут еще дополнительно. Потому снаряжение здесь купите 1 или 2 и все. Это, в принципе, стандартный обмен, какой и был. Мифрил 1000, медаль 400. И обмен фиолетового мифрила на золотой. Фиолетовый мифрил падает, кроме доната, в таверне за задание. Золотой там, в принципе, тоже пока еще падает. Как будет в будущем, посмотрим. Ну, хоть и редко. В этом плане все как раньше. Дальше переходим к снаряжению нашему дорогому и любимому. Как видите, я особо ничего не менял. Так маленько матомов залил, потому получил новые виды снаряги. Немного забегая наперед, опять же, я пока не уверен, какая лучше. Как раз таки в связи с тем, что имеются специфические моменты некоторых героев. Потому я бы не рекомендовал прям все пока быстро менять. Папар-папам. Сейчас покажу на примере, по-моему, у Келиборна. Это можно посмотреть. Не помню, у кого еще точно такая же штука есть. У Галадриэль, по-моему. Но там я не уверен. Да. Вот. Видите, у нас такая ерунда имеется. Все как раньше, только значения уже другие. Концентрация 50, концентрация 75, концентрация 100. И бонусы в зависимости от концентрации. Раньше нужно было 350. Я Келиборна только начал качать, потому для примера, чтобы вы понимали, по старому образцу мне маленько не хватало концентрации до 350. Не хватало, было где-то в районе 340 плюс-минус. Я его не переодевал, не менял ничего. Что было, то было. И сейчас у нас имеется 126. То есть, как понимаете, сам параметр концентрации, как, собственно, и другие, в виде скорости, мощи и всего прочего, маленько подрезали всем героям. И вот здесь имеется нюанс. Далее я покажу, в чем.
Здесь нюанс именно с одеждой. И почему, как я считаю, не стоит пока спешить. Тран-та-тан. У нас вот обмен имеется одежды. Добавили. Молот ремесленника как работает, все знают, но их количество нам сейчас увеличили. Это все я чуть позже покажу. По-моему, в обновлении снаряжения. Вот, у нас имеется, к примеру, старая одежда, да? Выберем, что у нас тут с концентрацией 100%, мифриловая кольчуга. Раньше командиру давала 8 концентраций, юнит защиты 12. Ну и перк тут понятно все. В обновлении, если обновить и получить по новому образцу шмотку, что она у нас дает? Концентрация командир 2, защита командир 16, ОЗ командир 900. То есть старая голая дает 8 концентраций, новая голая дает 2 концентрации. Понимаете, да, в чем нюанс? То есть если у вас герой по новому образцу охренительно зависим будет от концентрации, от мощи или еще от какого-нибудь конкретного параметра, или как у того же Халдира, по-моему, Галадрим, от скорости, теперь она называется пока что инициатива, то по новому образцу одежды вам надо будет нормально таки заморочиться, чтобы поднять, опять же, у Калиборна, например, там 100 предельный уровень, да, у Галадриэль там, в принципе, от уровня концентрации зависит здоровье, а не как раньше проценты накидывались. По новому образцу вам конкретно придется заморочиться, ребята. Голая шмотка 2 концентрации, голая шмотка 8 концентрации. Сами понимаете разницу. С эпическим шмотом точно так же все. Сейчас найдем, что тут 100%. Вот капюшончик 100% дает концентрацию. 6. В голом виде он дает вам 6 концентраций. По новому образцу мы имеем опять же 2. Юнит атака плюс 6, к руководству плюс 35. Ну, это все понятно. Что я потому хочу сказать. Старый шмот тоже немножечко переделали. Опять же, я думаю, это некоторые игроки уже заметили, сами параметры. Там же та же инициатива, урон. Потому шмот изменился весь. Не только новый в новом виде. Но если у вас имеется достаточно старой одежды, не спешите ее всю переделывать в новую. Потому как если вы крупный донатер, то там в принципе без разницы. Вы в новую переделаете, все хорошо получите. А если вы вливаете не особо много, там до $100 в месяц, то несколько шмоточек я бы пока что оставил. По крайней мере на ближайший месяц. Опять же, относительно вот этих вот трантатан у новой версии очков здоровья командира плюсом. Я уже упоминал бутыльки, за которые там лечится командир. Он лечится параллельно, постоянно. И хочу сказать вам, что в принципе здоровье командира на бой любого. Они у меня сейчас все бегают на старом шмоте, и чтобы вы понимали, на этом аккаунте они не очень хорошо одеты. Покажу на примере. Вот. Старый добрый Гендальф. Я ему дал синий капюшон, потому что другого просто не было на данный момент. Его раздевал. Он там у меня, например, кто там еще? Тот же Киллиборн, вы видите, они одеты вообще нехорошо на этом аккаунте. Но в битвах, в принципе, ни один не умер полностью. В старой одежде. Сейчас найдем ПВПшки, где более-менее противник. Вот более-менее противник Райтон наш. Нет, это ерунда, тут 40-й герой. Тран-та-тан-та-тан. Экстаз. Немного полистаем. Вы уже извините за ожидание, просто для парочки примеров. Так хочется показать, чтобы и противник нормальный был. И у меня была основная армия. Вот. Вот, Hellboy это нормальный чувачок. Видите, да, состав? Опять же, у меня это состав экспериментальный, потому как все только поменялось было. Такое-сякое. Что мы имеем? Например, по одежде у меня вы видели, да?
по одежде у него, для примера. Видите, да? Все уже на новый лад, все отлично, все прекрасно. Как бы уважение у него тоже влито намного больше моего. Это я опять же забегаю наперед. По одежде у меня... Вы видите, да, что по одежде у меня происходит? Ну, аккаунт не очень прокачан, повторюсь. Именно этот. Что у нас по результатам? Понятно, что я получаю по результатам больше. Тран-та-тан. Но обратите внимание именно на здоровье героев. Да? У нас ни один герой за бой не умер. То есть бой против противника более превосходящего вас. Ни один герой за бой не умирает. Потому вот этот вот параметр новый, одежду вливать в хпсики, теряя при этом ту же концентрацию, теряя скорость, теряя мощь, я пока что не уверен, что это очень хороший вариант. То есть в будущем, возможно, за этот текущий месяц, пока это можно все менять, они еще что-то доработают, и урон по командирам будет лететь больше, но пока что он там плевый. И в принципе ваши войска закончатся примерно в одно время с моментом, когда у вас закончатся и бутылки лечения командиров. Вот и все. Потому рассмотрим следующий вариант преобразования снаряжения. Это что у нас такое? Это вы получаете, например, имеется у вас снаряга любая. Угу. Голова. Давайте броньку. Фиолетовая. Преобразовывается 1 к 1. В каком плане? В том плане, что, например, защита от защита. Какое сейчас сольем, а? Вот, защита от огня, он нам больше не нужен. Потому как огонь подрезали. Выбираете старую шмотку. И взамен вы получаете рандомную, абсолютно случайную на новый лад шмотку. Тоже фиолетовую. Вот. Осада. Ну, примерно вот такая у меня удача на шмот. Соответствующие пункты выбора, все дела. Молот эльфийского ремесленника ради интереса сейчас снимем с кого-нибудь что-нибудь. Убрать. Не получил у нас замок, отлично. Игра временами немного подтормаживает, именно в плане того, что интернет жрет. Он у меня немного прыгает на данный момент. Вот она, наша шмотка. И мы получим все предметы целыми, какие вложили, не так как раньше, что у вас целый основной и дополнительный, а все остальное рухлядью. Рухлядью у вас будет только то, что вы в виде рухляди вложили. И использовать, естественно, каждый молоток можете в этом обновлении 40 раз, 29 дней. Торопиться некуда, на мой взгляд. Абсолютно некуда. Тем более, что составы никто не знает, какие будут. Алая книга у нас тоже немножечко изменилась. Кто заметил, сразу по первому входу вы получите награду такую. И потом уже вместе с этими билетиками синими. К сожалению, только синими. Еще что у нас добавили, это сброс героя на уважение. Сбрасывается герой с любого уровня уважения только до 3-го. То есть, если у нас, например, герой уровень уважения, где тут есть кто-то 3-й? Ага, в пути. Уважение 5. Вот то, о чем я говорил. Мы получаем обратно все, что вложили. Она у нас повышена на фиол. Вложено было 50 кусков на повышение синих и 10 кусков фиолетовых для повышения на фиолку. Мы получаем обратно в виде сундуков. Забегая наперед, скажу, что сундуки с уважением на выбор. Я сейчас произведу обмен, сами заметите все. Здесь сбрасывается обратно на 3-й. То есть, если у вас герой повышен, вы сбрасываете его на 5-й,
но просто цвет. А если цвет не повышен, то уже с фиолки на 3. С любой фиолки на 3. Угу, не на 3. На 50 сундуков. Как-то так. Сбросим Хиргона. Он нам бесполезен и без надобности. Для просто демонстрации. Кто боится или переживает там. Мы получили свои счастливых 35 сундуков. И, насколько я помню, это уважение на выбор. То есть не случайное. Вот они, 35 штук. Видите, да? Какое хотите, например, на Двалина вкачать. Это очень-очень хорошо, на мой взгляд. Можно таким макаром сейчас переделать своих героев. Забегая немножко наперед, если кто думает, что тащить будут, как многие пропагандируют, тот же Дайн Железностоп, например, или Гимли, или еще какой-нибудь герой-уронщик, это да, но не совсем. Я сейчас приведу пример. В боях братства мне попался вчера, наконец-то, один и тот же противник, что союзнику с героями через личный урон. Парам-папам, парам-папам. Сейчас мы его найдем. Вот. Я ждал весь день. Воевал просто, чтобы попасть. Да, извинит меня игрок, если он не хотел попадать в кадр. Пример просто. У него очень хорошие герои именно через личный урон. Дайн и Двалин. Сами сейчас поймете, например. Вот личный урон 84 косаря. Для примера, мой Гимли 8-го уважения и видели с каким шмотом выдает за бой примерно 50. У него Дайн вот влупил на 84, Двалин влупил на 40. Ну, то есть нормально, и одеты они неплохо. Противник, сами видите какой? Никакой. Я согласен, но просто для примера. Состав противника один и тот же. Что по итогу у нас? По общий получаемый урон 221 у врага и наш получаемый 121 плюс лечение 221, 121. И вот у меня Гимли, там увидите, что по урону сами, 221, 107. То есть как бы разница, да? Лечение у меня, по-моему, даже меньше, чем в том бою. Вот он мой Гимли. 54, все. В чем прикол? Прикол в том, что если кто думает, опять же, что герой урона, как тот же Дайн, Гимли, кто там у нас еще более-менее, Торин. Сейчас как он, я не знаю. Раньше был не очень. Думают, что будет тащить, это не совсем так. Механика в этом плане вернулась более-менее к старым версиям игры, а именно, когда герой урона наносит значительный урон, но и теряет больше. Герои поддержки будут наносить чутка вроде как меньше, но и терять меньше. То есть, в принципе, в этом плане все будет отбалансировано. Потому героев вы планируете себе выбирать, опять же, легендарных, чисто вот под себя, под свой стиль игры, под юнитов, какими планируете играть в будущем, какие нравятся и тому подобное. Что у нас еще нового? Золото убрали, это, я думаю, все видели, это очень приятно. И пока что из нового все. В следующем видео более подробно буду разбирать уже механики, потому что все еще тестируется. И в том числе одежда. Но этот месяц побегайте пока и так пробуйте. Потому как я не уверен, что абсолютно во всех местах и всем героям новая одежда критично нужна. Тот же Галадриэль, по-моему, на финише R5 ей поменяли навык. Многим героям навыки поменяли, обзоры будут позже и разборы более подробные. Вот они, что у нас, видите, да? Зависит восстановление от концентрации.
А концентрация у нее больше не заоблачная, как раньше, а стандартная. +1 за уровень, 1.12. Потому старые шмотки, которые вваливают достаточно много концентрации, они как бы будут иметь значительный вес. Всем спасибо за внимание. Приятных сезонов.